Всем привет, с вами Светлана. Многие представляют жизнь в Болгарии как настоящую мечту. Черное море, вкусная еда, древние руины, хранящие тайны веков. Но что скрывается за этой красивой картиной? Я живу здесь уже 11 лет и на личном опыте узнала, Болгария – это не только плюсы, но и минусы. И о них нужно знать заранее. Какие именно, сейчас расскажу. Многие из них могут вас удивить. Это видео поможет вам взглянуть на жизнь в Болгарии без иллюзий. После просмотра вы будете точно знать, какие трудности могут возникнуть, и сможете подготовиться к переезду осознанно и без сюрпризов. Курение на каждом шагу. Болгария – лидер по курению в Евросоюзе и вторая в мире после Индонезии. Здесь курят почти все – мужчины, женщины, подростки. Согласно исследованиям, каждый пятый ребенок уже пристрастился к сигаретам. Если вы не курите, это не значит, что вас это не коснется. Табачный дым проникает отовсюду. Через вентиляцию в квартирах, в подъездах, в лифтах, на автобусных остановках. Избежать этого почти невозможно. Бездомные животные на улицах. В Болгарии более 35 тысяч бездомных собак. Цифра из отчета Национальной программы контроля за популяцией. Добавьте к этому тысячи бездомных кошек. Проблема огромна. Животных часто подкармливают местные жители, но системного решения по их стерилизации и устройству в семьи нет. Медленное обслуживание в банках. Онлайн-банкинг начал набирать популярность, но его возможности пока ограничены. В отделениях обслуживают медленно. Банкоматов, принимающих наличные, мало, а терминалы для оплаты картой есть далеко не везде. Встретить неработающий банкомат – обычное дело. Человеческий фактор. Чиновники решают сами. Закон в Болгарии – вещь относительная. В одном учреждении вам могут сказать «нельзя», а в другом запросто разрешить то же самое. Все зависит от того, как конкретный чиновник трактует закон, а не от самих правил. Плохие дороги. Болгария занимает 101 место в мировом рейтинге качества дорог ниже Ямайки, Уганды, Камбоджи. При этом проезд по дорогам вне городов платный, а качество разметка стерта или отсутствует. Ямы могут не ремонтировать годами, а растительность вдоль трасс никто не подрезает. Водители просто прокладывают себе дорогу сами. Болгария занимает первое место в Евросоюзе по количеству смертей на дорогах, обогнав даже Румынию. Плохое покрытие, отсутствие освещения, безразличие к правилам – все это делает движение опасным. Бедность и низкий уровень жизни. Болгария – одна из беднейших стран Евросоюза. На дорогах редко встретишь новые автомобили, а попрошаек можно встретить не только в туристических местах, но и в самых обычных районах. Болгария – рекордсмен ЕС по минимальной продолжительности жизни, а уровень удовлетворенности молодежи жизнью и финансовым положением самый низкий среди всех стран ЕС. А многие болгары выживают за счет сдачи недвижимости в аренду, а не благодаря достойным зарплатам. Зарплаты и пенсии. Самые низкие во всем Евросоюзе, и разрыв с другими странами ЕС только увеличивается. Даже в странах, которые не входят в ЕС, таких как Турция, Черногория и Сербия, зарплаты выше. Официальный минимум в Болгарии 552 евро в месяц, но после налогов остается еще меньше. Пенсионерам приходится выживать на 298 евро. Хотите жить в Болгарии? Тогда заранее продумайте источник дохода, потому что на местные зарплаты не разгуляешься. Сложности с поиском работы. Найти работу очень тяжело. Эмигрант на практике может получить только ту работу, от которой отказываются местные. Хорошие вакансии уже заняты, а высокооплачиваемые места требуют уникальных навыков и узкой специализации. Платная медицина. Бесплатная медицина? Не в Болгарии. Если у вас есть ПМЖ, гражданство или временная защита, вы обязаны платить ежемесячные взносы за медицинскую страховку, независимо от того, работаете ли вы или нет. Пропустили платеж, будут штрафы, пени и санкции. Высокие цены на продукты. Этот пункт может стать сюрпризом, несмотря на низкие доходы, цены на многие продукты в Болгарии выше, чем в Германии или Польше. Болгарские овощи и фрукты найти в магазинах становится сложнее, а их стоимость далеко не самая доступная. Мусор и запущена инфраструктура. Да, центральные улицы убирают, но этого недостаточно. Внутриквартальные территории часто выглядят запущенно. Дворников не хватает, а подземных переходов оставляет желать лучшего. Плюс изношенная инфраструктура большинства городов делает облик многих районов далеко не самым привлекательным. Зима без центрального отопления. Болгария – одна из немногих стран Европы, где центрального отопления практически нет, кроме отдельных районов Софии. Жители согреваются как могут. Кто-то ставит обогреватели, кто-то покупает кондиционеры, но многие просто зимуют в холодных квартирах, экономя на электричестве. Малый бизнес без поддержки. Для малого и микробизнеса никаких преференций нет. Более того, проверок у маленьких предприятий зачастую больше, чем у крупных, и никакой защиты предпринимателей от избыточного давления нет. Жесткое налоговое законодательство. В
В рейтинге Doing Business Болгария занимает 97 место по качеству налогообложения. Основные налоговые ставки вы видите на экране, но важно понимать, налоговая система здесь не отличается гибкостью, а штрафы за малейшие технические нарушения весьма ощутимы. Плоская система налогообложения. В Болгарии нет прогрессивной шкалы налогов, все платят одинаковый процент, независимо от доходов. На практике люди с низкими зарплатами теряют большую часть своего дохода на налоги, в то время как обеспеченные граждане сохраняют большую часть своих денег. Пример. При зарплате 1000 лев после вычета налогов останется 775 лев, налог составит 23%. При зарплате 10 тысяч лев останется 8534 лева, налог составит всего 15% от зарплаты. Чем выше доход, тем меньше процент уходит на налоги, а это значит, что бедным людям жить в Болгарии невыгодно вдвойне. Налог с первого заработанного лева. В отличие от большинства развитых стран, в Болгарии нет необлагаемого минимума дохода. Налоги платятся с каждого лева, начиная с самого первого заработка. Это особенно тяжело для людей с низкими доходами. Например, в большинстве стран, как Германия, Франция, Голландия, самые бедные вообще не платят налог. Для них существует налоговая ставка 0%. А в Болгарии по факту основная тяжесть налогового бремени ложится на людей с низкими доходами. Низкий уровень диджитализации. В странах с развитой цифровой инфраструктурой для получения справки достаточно зайти в приложение и заказать все онлайн. В Болгарии же придется ехать в госучреждения и стоять в очередях. Однако медленный прогресс в этом направлении все же есть. Медленный интернет за пределами городов. Это не просто неудобство, а реальная проблема для тех, кто работает удаленно. В крупных городах все стабильно, но стоит уехать в маленький город или деревню, и можно забыть о стабильном соединении. Стримы зависают, видеозвонки превращаются в мучение, а файлы загружаются со скоростью улитки. Провайдеров становится меньше, конкуренция снижается, а значит, качество услуг растет медленно, если вообще растет. Так что, если ваша работа зависит от интернета, хорошо подумайте, прежде чем переезжать в глубинку. Долгая процедура получения гражданства. Болгария – один из самых долгих сроков получения гражданства по натурализации в Европе. Минимум 10 лет постоянного проживания. Но на практике процедура растягивается на 12 и более лет. Для сравнения, в Англии подать на гражданство можно через 5 лет, в Германии через 8, а скоро и через 5, а в Дании через 9 лет. Особенности планировки квартир. Многие знают, что в Болгарии санузлы часто совмещены, но не все догадываются, что тут почти нет душевых кабинок и тем более ванн. Вместо них итальянский душ. Насадка на стене и слив в полу, без поддона и без перегородок. Исключение составляют квартиры от иностранных застройщиков или новые комплексы, ориентированные на зарубежных покупателей. Отмечу, что в этот список вошли только те минусы, которые подтвердили наши знакомые мигранты. Мы провели мини-опрос среди них. И после этого включили только те минусы, которые были ими озвучены. Подведем итоги. Кому лучше всего подойдет Болгария? Хотя Болгария считается недорогой страной, но, как ни парадоксально, это людям, которые крепко стоят на ногах в финансовом плане. Они имеют свой стабильный доход, не связанный с местом жительства. Это пенсионеры, владельцы прибыльного бизнеса, которые могут работать автономно. Люди, работающие удаленно. Дополнительным аргументом для переезда будет наличие достаточной суммы денег, чтобы купить жилье в новой стране для снижения ежемесячных расходов. Во всех остальных случаях рекомендуем подумать перед принятием важного судьбоносного решения. Если я не рассказала про какой-то минус, пожалуйста, напишите о нем комментарии. Перейдя по ссылке под этим видео, вы узнаете обо всех плюсах жизни в Болгарии. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!